Если мы хотим сохраниться, если мы хотим сохранить свою культуру, то мы обязательно, хоть втихаря, хоть как, но будем печатать книги. Шалом, дорогие друзья! Ну вот, сегодня мы продолжаем наше путешествие в мир еврейской печатной книги. И сегодня мы будем говорить о самой, не знаю, для меня и сложной, и болезненной, и любимой теме, о возникновении и завершении книгопечатания на Пиренейском полуострове. Я имею в виду в Испании и в Португалии. Смотрите здесь, как получилось. Это совсем короткий период. Где-то 10 лет, где-то 15 лет. Ну, давайте скажем, 15 лет всего существовало это книгопечатание. И от самого его начала до невероятно красивых книг, которые оттискивали в печати, например, в Португалии. Вот все время у меня такое впечатление, что мы-то уже знаем, чем эта история кончится. Мы знаем, что в 1492 году евреев выгонят из Испании, и в 1497 году уже и из Португалии. То есть у нас есть верхняя граница того периода, когда они эти книги печатали. И вот с этим ощущением, когда мы знаем, что с ними произойдет, а они, может быть, даже в какой-то степени это и ощущают, но, естественно, не могут этого знать, вот они все время пытаются издавать книги. И у меня такое впечатление все время было, когда я работал и описывал эти издания, что как будто они, знаете, они хотят напиться воды вперед, вот успеть напечатать, потому что непонятно, что будет дальше. Видимо, атмосфера уже довольно гнетущая. Все это уже довольно тяжело, и тем не менее мы можем говорить, что если в Италии, где евреи, собственно, процветали, где раньше начали, и больше было типографий, они напечатали примерно 100 книг, то в Испании вот за этот очень короткий период, скажем, в 15, не знаю, 17-11 лет, они напечатали, как мы сегодня думаем, 50 книг. То есть всего в 2 раза меньше. Но начать я хотел свой рассказ сегодня вот с какой странной истории. Любого человека, который занимается изучением книгопечатания в этих странах, всегда он сталкивается с одной и той же, как я всегда думал, легендой. А легенда вот какая. Ведь что получилось? Что всем мешало? Собственно говоря, евреи прекрасно жили в Испании, процветали. Мы все знаем о золотом веке еврейской поэзии, о том, как все это было прекрасно. Но уже к концу века XIV, после больших погромов 1391 года, все стало меняться. И вот за самый конец XIV, первая половина XV века происходили большие, массовые, можно, наверное, сказать, крещения евреев. Евреи переходили в христианство из шкурных интересов, из экономических интересов, под влиянием момента, неважно как. И появилось, собственно говоря, в народе появилось 2 народа. Бывшие иудеи и ныне христиане, и евреи, которые оставались иудеями и сохраняли верность вере отцов. Они с политической точки зрения, конечно, отличались, а с экономической нет. Они выполняли, собственно, ту же самую миссию. Да? Они заполняли те же лакуны в развитии государственности испанской. И когда появилась инквизиция, это 1478 год, если я не ошибаюсь, в Испании, то ведь главная ее задача была впервые, сначала, они не преследовали иудеев, они пытались новых христиан отгородить от иудеев. И понимали, что наличие иудеев рядом, оно мешает этому вот новому контингенту стать истинными христианами. И они все время подозревали, что эти вот новые христиане, которых называли маранами, мы, кстати, не очень понимаем происхождение этого слова, они, они втайне пытаются исповедовать иудаизм, хоть как-то, придерживаться хоть как-то традиции. Да? Кто-то там не ест, старается не есть свинину,
кто-то пытается не зажигать свет в субботу, кто-то хоть про себя, хоть как-то бормочет какую-то молитву с утра. И вот на фоне всего этого родилась, как мне казалось, легенда о том, что существовал такой Маран, который тайно печатал еврейские книги. Звали его Хуан де Лусена. Значит, инквизиция работала тщательно, и они арестовали дочерей и соседей вот этого Хуана де Лусена, который сам сумел убежать. Он сначала убежал в Португалию, а потом убежал и дальше в Италию, и его они так и не достали. Но все время шла речь о том, что под давлением в период вот этих интенсивных допросов его дочери признались не только в том, что они тайно соблюдали заповеди иудаизма, мицвот, но и в том, что они помогали своему отцу печатать еврейские книги. Но вот я все время думал, инквизиция, я очень тщательно занимался этим вопросом, читал все, что можно. Инквизиция вообще подробно пытала их, я бы сказал. Длилось это, вы не поверите, 50 лет. Вот последнюю из дочерей, ее уже в XVI веке, пожилую женщину, как я допрашивали, полуголой и связанной по рукам и ногам, видимо. Вот в такой ситуации. Тем не менее, они не смогли назвать ни одной книги. И вот вы знаете, я, честно говоря, всегда думал, что это легенда, которая даже подзабылась. Но давайте скажем так, вот библиографы конца XIX и первой половины XX века очень любили это, потому что все издания, которые они не могли понять, где были напечатаны, но все-таки сефардским шрифтом, они были склонны относить к вот работе этого самого Хуана де Лусена. Но я, правда, считал, что это легенда и что она уже забылась. Однако буквально 1,5-2 месяца тому назад со мной вдруг связались журналисты испанские, которые ведут настоящее расследование и пытаются доказать, что Хуан де Лусена жил, 6 его дочерей ему помогали, и все вот такое прочее. И я им пытался объяснить, слушайте, ну это как-то нелогично, это же не рукопись, которую ты можешь втихаря переписать, это же печатная книга, это некое производство, отливка литер, пресс, какой-то тираж. Ты не можешь это делать просто в подвале своего дома в одиночку, чтобы никто об этом не узнал. Это очень опасное и неоправданное, с моей точки зрения, для Марана предприятие. Ну вот они поместили большое расследование, прислали мне вот эту публикацию, где было и мое мнение изложено, но примерно вот так, что существует и такой скептик в Санкт-Петербурге, отметим, который в это все не верит. Тем не менее, это очень интересная легенда, которая все-таки показывает ощущение того, что без книгопечатания невозможно было обойтись. Если мы хотим сохраниться, если мы хотим сохранить свою культуру, то мы обязательно, хоть втихаря, хоть как, но будем печатать книги. И, видимо, вот этот легендарный или действительно существовавший Хуан де Лусена это понимал. Но если мы сейчас отвлечемся от него, а будем говорить о реальной ситуации, то мы скажем, что в Испании еврейское книгопечатание существовало в 3 местах. И первый город, который мы с вами назовем, или который я вам назову, это город Гвадалахара. В Гвадалахаре в 1476 году был напечатан известный всем, самый популярный комментарий Раши к Пятикнижию. Мы, конечно, не можем знать, как мы уже это, собственно говоря, говорили в Италии, что первая книга датирована и является первой. Но, скорее всего, судя по печати, судя по всему, это одна из самых ранних, во всяком случае, книг, которые вот в этой Гвадалахаре были напечатаны печатником, которого звали Шломо бен Моше Халеви Аль-Кабец. Что мы знаем про него? Мы знаем про него, что он был дедушкой знаменитого Шломо Аль-Кабеца, который сочинил самый-самый знаменитый субботний гимн «Леха Доди». Собственно говоря, вот его всегда с внуком и ассоциируют. Вот этот колофон первого издания, комментария Раши, где мы видим несколько вещей. Во-первых, вот 4-я строчка снизу указан город Вад Аль-Хиджара. Во-вторых,
в третьей строчке снизу у нас есть дата. У нас есть и месяц Элуль, и число в месяце, и год. Дальше на следующей строчке, предпоследней, мы видим очень интересное обозначение имени Бога, Шем-Ха-Хавая. Вот этот, так его обозначали только действительно в изданиях этого самого Аль-Кабеца. И это один из таких звоночков, по которым можно идентифицировать эти книги. И в самой последней строчке вот вы видите само его имя. Шломо бен Аль-Кабец Халеви. Это был хороший типограф. Он напечатал довольно много книг. Кстати говоря, еще вот если мы будем вчитываться в колофоны, вообще надо сказать, что у нас действительно на сегодняшний день никаких архивных материалов практически нет про еврейские книги в Испании и Португалии. Но сами колофоны этих книг, они вообще очень даже много информации могут нам дать, если их внимательно читать. Вот здесь, например, в этом колофоне мы можем прочесть о том, что это уж точно начало их деятельности. Он пишет: «Точные печати вначале лишили меня подмастерья, ибо знания их, ну, скажем, в данном ремесле, были малы и не соответствовали моему желанию. Пока не прислушались они к речению моему и не исправились по слову моему. И поэтому было во славу последние части этой книги». То есть они учились прямо буквально печатая. Что еще очень важно? Вот здесь есть упоминание мастера, который отлил литеры для этой типографии. Вот третья строчка во втором куске – Педро де Гвадалахара. Вот этот Педро – это известный христианский мастер по отливу литер, который, очевидно, по заказу сделал литеры и для них. Вот Циер, Хараш, вот Педро. Это очень важно, и мы больше, собственно говоря, нигде такой информации не встретим. Сколько изданий они напечатали? Очень хороший вопрос. Самая главная библиография еврейская доктора Адрио Фенберга, она учитывает 15 изданий. Вот Перец Тишби, израильский инкунабуловед, он каким-то образом насчитал 20 изданий. Я лично описал 12. Ну вот 12-15, я думаю, что это вполне себе хорошая цифра. И мы можем говорить о том, что самая последняя датированная книга, это комментарий Давида Кимхи к поздним пророкам, имеет дату 1490 год. То есть типография работала довольно долго, они издали достаточно много книг и начали примерно, ну, скажем, в 1475 и завершили, наверное, вокруг 1490 года. Вторая остановка на пути типографии в Испании – это город Ихар. В этом городе работала, по крайней мере, 5 лет типография Элиезера бен Авраама Алантанси. Это мой самый любимый типограф 15 века. Он, по моим понятиям, высокий интеллектуал. Он, по моим понятиям, совершил удивительную вещь. Я просто много этим занимался, и даже книжечку именно про него опубликовал отдельную. Он возродил еврейскую квантитативную поэзию, которая, казалось бы, уже угасла. И он свои колофоны писал в виде очень сложных квантитативных стихов, где и рифма, и размер, и очень много аллюзий на Святое Писание, и очень много таких сложных вещей внутри. Ну и написан, конечно, этот колофон как в виде акростиха. Вот можно по первым буквам каждой строки прочесть, и тут будет написано «Ани Элиезер бен Алантанси». То есть это какой-то человек, который, вот опять же, на самом последнем этапе вдруг смог вернуть нас к былому величию и вот как бы завершить этот период. Этот, кстати, конкретно колофон, он написан очень сложным еще и размером, Хамид Карев. И обратите внимание на герб. Это единственный герб еврейского типографа, которого мы знаем вот с этого периода. И герб – это какой-то лев, стоящий на задних ногах. А лев – это, соответственно, символ
колена Иуды, а из колена Иуды был царь Давид, и должен произойти Машиах прийти. И сефарды очень часто себя именно с коленом Иуды как-то связывали и видели его вот таким своим очень важным символом. Так что у нас здесь есть и совершенно потрясающая поэзия. Издавал он что? Он издавал галахическую литературу. Вот это, например, Йоре-Деа. Это один из томов знаменитого очень четырехтомника Турин, да, Якова бен Ашера. Это очень популярное сочинение. У него очень изящные шрифты. У него каждая буковка и в квадратном шрифте, и в полукурсивном всегда очень отчетливо. Всегда все очень красиво. Вот это его издание, это как бы настоящая эстетика во всем. Даже не знаю, что про него еще сказать, кроме того, что я его очень люблю. Ну вот. Третья остановка – это город Самора. В городе Самора тоже напечатали комментарий Раши к Пятикнижию. И вот это издание сохранилось всего в одном экземпляре. У него удивительная совершенно история. Мы знаем, что этот экземпляр был в коллекции такого знаменитого библиофила XVIII века Леона Вита Саравала. Мы знаем, что его коллекцию потом купила еврейская теологическая семинария в Бреславле. Мы знаем, что именно эта библиотека нацистами была полностью разрушена. Книги погибли. И, в частности, погиб этот, в общем-то, вполне известный, уникальный совершенно экземпляр Пятикнижия. И вот, представляете себе, опять же, возвращаясь к заезженной фразе «рукописи не горят» или «книги не горят», в 1950 году пришел какой-то солдат американской армии и принес эту книгу, которую как трофей где-то в Европе подобрал. И выяснилось, что книга сохранилась, и она была куплена еврейской теологической семинарией в Нью-Йорке, вот этот единственный уникальный экземпляр. И я имел великую честь сделать его библиографическое описание. Так она меня с 50-го года, в общем-то, подождала лет 40. А потом вот я сделал подробное описание. Здесь что очень интересно? Здесь очень интересно, что он впервые в истории, вот этот самый печатник, Бен Муса его звали, он перечисляет книги, которые он напечатал до этого. То есть как бы такого мы, собственно говоря, не знаем. Вот он пишет, смотрите, как интересно. Он пишет сейчас Брешит гам тефилот эль асуим шлеши рош лабеур Рав Шломо. Брешит – это понятно, что это пятикнижие. Тефилот эль – понятно, что это молитвенник. Они уже сделаны, асуим. И вот третья моя книга – это самый главный комментарий, это, соответственно, комментарий Раши на Пятикнижие. Здесь вообще много интересных. Вообще эти все колофоны, они, конечно, стоят вот по-настоящему филологического такого исследования. Вот, например, здесь очень четко показано, как сами первопечатники видели разницу между, в чем, собственно говоря, разница между книгой, написанной от руки, и книгой, оттиснутой новым способом. Смотрите, как он пишет. Я вам прямо по-русски прочту. Ведь написано без пальца, квадратно, без разлиновки линии прямой исключительно. Вот это вторая строчка. Халонихтавбе эйн эцба меруба. На чернила бумага положена. То есть не сверху вводится, да, а именно есть чернила, и на нее сверху под прессом кладется бумага. А не как принято в рукописи, то есть когда чернила пишут по бумаге. И листа место над пером. То есть вот в чем они сами видят отличие. Да? Все очень ровно, а главное, что бумага кладется сверху. Это тоже очень интересно. Совершенно уникальное издание, и, кстати, прекрасно сохранившееся. Вот 3 города. При этом и в Саморе, и в
Хиджаре, в Ихаре. Никакого другого книгопечатания в 15 веке не было вообще. То есть еврейские книги и были единственными книгами, которые там печатались. Португалия. С Португалией, по сути дела, та же история. В том плане, что мы, к сожалению, знаем, чем это все кончилось. Но в Португалии начали печатать позже. И печать португальская уже значительно более развита, чем, во всяком случае, первые вот эти вот пробы, которые мы видели в Испании. Это очень четкие квадратные буквы и очень четкие полукурсивные. Красивые издания. Еще вот важно отметить, что и в Испании, и в Португалии, в отличие от Италии, печатали только классическую литературу. Никаких вам Эммануилов римских или средневековой еврейской поэзии, вот ничего такого нет. Это тоже, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что уже как бы сузились, что ли, рамки этого процесса. Они печатали только Талмуд, отдельные трактаты, естественно, библейские книги и книги по еврейской галахе. То есть, ну вот, в основном это Варба Тури и комментарии, как комментарии Раши. Это очень важно, потому что великий исследователь еврейской книги, ну вообще вот прекрасный совершенно ученый Даниил Хвольсон, он когда-то сказал, что вот культура народа часто измеряется разными критериями. Где-то мы смотрим, сколько мыла они потребляли, где-то как выглядят туалеты. А у евреев мы смотрим на то, какие книги, в какой период и где они издавали. И вот как раз в Испании и Португалии они издавали только те книги, про которые я вам сказал. Фару. Город, в котором было напечатано пятикнижие в 1487 году. Вот вы сразу видите, и заставки здесь есть, и четкая печать, и удлиненные буквы. Кстати, очень интересно, что даже если мы посмотрим вот на этот лист, мы сразу можем увидеть, что некоторые вещи они делали именно для того, чтобы читателю было удобно. Например, буквы удлинять совершенно не нужно было в печатном тексте, потому что строчку всегда можно было выровнять изменением расстояния между слов. Или замыкать, например, как на первой строке, вот буквы, с которой начинается следующая строка. Но они это делали, потому что читателю это было привычно, и казалось, что это вот такой уже неотъемлемый атрибут книги вообще. Эта книга, я считаю, что она 1487 года, да, собственно говоря, с ней у нас и нету никаких споров. Дальше в этом колофоне нету имени печатника, но есть имя заказчика. Как его звали, сейчас я вам скажу. Его звали Самуил Гакон, Шмуэль Гакон. А вот в еврейской теологической семинарии, в которой я работал и описывал коллекцию, мы нашли там фрагмент другого трактата Гитин «Разводные письма», в котором как раз есть не только дата, но есть и имя самого печатника. Вот этот самый он Дон Самуил или Шмуэль Портейро. Вот в конце второй строчки видно его имя, а на последней строчке указано и место. Тут есть большая проблема уже, и она не только тут. Дело в том, что год указывался в колофонах, но он указывался в виде гематрии, то есть в виде считывания числового значения букв конкретных слов. И часто у нас именно в португальских инкунабулах получается конец 1496 года. И задается вопрос, вот уже издан декрет об изгнании. Их братьев из Испании уже изгнали. Могут ли они в такой ситуации, им дали, по-моему, год вообще-то для того, чтобы они подготовились и уехали, могут ли они в такой ситуации продолжать издавать книги? Или эта дата обозначена неправильно, и ее надо читать как-то иначе? С моей точки зрения, они не теряли этой надежды, потому что, например, в Испании вообще разрешили книги вывести. В Португалии мы потом знаем, что не разрешили. Поэтому у нас есть только вот фрагменты отдельных книг или те издания, которые попали в Европу раньше этого времени. Но я думаю, что все-таки надежда была. И производство уже работало, поэтому если мы видим
год, который вызывает у нас сомнения, казалось бы, уже вас выгоняют, но не до книг вам. Нет, нам всегда до книг. Следующий год, город, про который я хотел бы сказать, это у нас с вами, естественно, Лиссабон, столица. Это прекрасная совершенно типография Элиезера Толедано, очень красивые изящные рамки, очень красивый шрифт. Вот это первая книга, которую он издал. Это комментарий Раби Моше бен Нахмана на Пятикнижие, соответственно. И это 1489 год. Смотрите, вот эта рамка прекрасная, очень четкие буквы. Вообще такой красоты шрифт, что иногда даже жалко, что от него потом отказались и перешли вот на современный стандартный. Еще очень знаменитая книга, с которой в основном ассоциируется эта типография, это так называемая Сефер Абу-Дархам, то есть книга галахическая, которую они издали, про которую я потом еще вам буду тоже говорить. Но вот она выглядит так же. Очень красивая рамка, красивые буквицы и очень красивый шрифт. Вот этого Абу-Дархама они издали в 1489 году. Очень хороший типограф. Кстати говоря, он тоже писал свои колофоны вот в виде квантитативной поэзии, но все равно, мне кажется, что самые изящные были у Алантесы. И последняя, третья остановка на нашем пути – это город Лейрия, где был типограф Самуил Дортеш, который работал со своими сыновьями. Они тоже издавали библейские книги, и у них есть 3 датированных издания – 1491, 1495 и, не пугайтесь, 1497 года. Про это ведутся много споров, но мне все равно кажется, что дата эта за 5 месяцев до окончательного изгнания должна читаться именно так, как она написана. Тем более, что в Колофоне первом он тоже подчеркивает, что они новички, что сын от отца никогда не учился этому ремеслу и так далее, и так далее. И вот они как бы обучаются. А в последней книге 1497 года он, во-первых, пишет, что это уже прекрасная печать, но даже и не это важно. Вот там есть такая строчка, где он указывает год. Шнату ваурина Ам Исраэль Хане Энаким. Вот в последняя самая строчка. Вот это Хане Энаким, сыны Израиля, стонущие, вопиющие, страдающие. Мне кажется, что она говорит о том, что они уже как бы понимали свою судьбу и к ней готовились. Вот смотрите, всего 6 мест. Да? 3 в Испании, 3 в Португалии. В Португалии вообще книгопечатание началось с еврейских книг. Они были пионерами. Нигде, кроме Лиссабона, никаких типографий тоже в 15 веке не было. То есть это главные очаги книгопечатания в этих странах. Но помимо этого, именно в контексте всего того, что я вам рассказал, очень важно отметить, что масса фрагментов, которые дошли до нас, мы их не можем идентифицировать. Мы понимаем, что они были напечатаны, скорее всего, в Испании, но, может быть, и в Португалии. Мы понимаем, что это эта печать, но мы не знаем этих типографий. И вот, в частности, такой самый главный пример, который стоит привести, это есть несколько фрагментов, кто-то считает 6, я потом еще 2 нашел, 8 по моим понятиям. Все только фрагменты, напечатаны совершенно одинаковым шрифтом, и настолько одинаковые на одинаковой бумаге, что мы не можем понять, никакая раньше, никакая позже, ни в какие годы. И все называют это вот просто по названию одного листочка, который я тоже описывал, он сохранился в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, это Орхот Хаим. Вот это самое, я не так и называю, печатник Орхота Хаим. Вот сейчас вот будет там вот этот листок. Вот по этому листочку еще идентифицируются этим шрифтом 6-8 книг. Мы не знаем нигде и никогда. И, конечно, вспомним начало нашего разговора, очень хочется сказать, что, может быть, это и печатал Хуан де Люсена, поскольку дошли до нас только фрагменты. Но есть еще одно издание, которое очень многие были склонны из-за его формы
приписывать именно Хуану де Люсену. Это вот такая вот длинная книжечка, которая называется «Молитвенником на судный день», «Махзор льема кипурим», которую, как считалось, именно мараны могли легко спрятать в карман или куда-то, потому что это реально, действительно, совершенно нестандартная форма. Она такая единственная во всей истории еврейского книгопечатания XV века. И казалось бы, что вот-вот как бы она тоже сохранилась только в одном экземпляре, который тоже находится в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, и который я тоже описывал. Вот, например, лист со знаменитой молитвой «Алейну лешабеах», да, «Нам положено восхвалять», и заметьте, что там понятно, какие строчки там вычеркнуты, это как бы могло быть сделано и позже. На самом деле, скорее всего, уже не в Испании, Португалии, а когда попала в Европу эта книга. Но это понятно, что здесь сравнивают, что мы-то благодарим и восхваляем Бога Великого, а кое-какие народы поклоняются суете и ничтожеству. И молятся Богу, который не в состоянии им помочь. Но это другая история, однако вот это такая вот, ну тоже мы не, пока, во всяком случае, тоже не знаем, откуда взявшаяся книга. И вот итог. Всего 15 лет, 50 книг, по крайней мере 4 места, в которых не было никакого книгопечатания, кроме нашего. Про тиражи мы ничего не знаем. Репертуар только, ну, грубо говоря, ортодоксальный, Библия, Талмуд, Галаха. И очень печальный конец. Однако, все равно не совсем печальный, потому что я надеюсь на следующих наших встречах рассказать вам, где оказались некоторые из этих типографов и что они продолжали делать в новых землях, куда их забросила судьба после изгнания из Испании и Португалии. Большое спасибо.